Друзья, всем привет! Раз в неделю курьер из Украины мне привозит документы, которые заказывают мои клиенты. А эти все документы необходимы для того, чтобы граждане Украины, которые находятся за границей, в основном сейчас это в странах Европейского Союза, они могли в дальнейшем легализовать свое пребывание. И для этого необходимы документы. Давайте я вкратце расскажу, что мне привез курьер. Видите, в этот раз очень много было документов. Значит, вот эти все документы. Вкратце расскажу, для чего каждый документ нужен. Смотрите, решение суда о расторжении брака. Зачеркну фамилию. Вот так это выглядит. Разные решения суда. Бывает на одном листе, бывает на двух, бывает на трех. Все зависит от того, как судья пропишет. Ну вот само решение, оригинал. Вы видите, да, с печатями судебными. Значит, и обязательно, чтобы это решение имело юридическую силу на территории иностранного государства, должен быть проставлен вот такой апостиль. То есть эта бумажка пришивается к решению суда, и это решение суда имеет тогда юридическую силу. Значит, решение суда в основном необходимо тем гражданам Украины, решение суда о расторжении брака, которые хотят в Германии заключить брак. Этот документ требуют работники немецкого ЗАГСа от гражданина Украины. Вторым документом, необходимым для заключения брака, помимо решения суда, еще работники ЗАГСа требуют, называется выписка о подтверждении добрачной фамилии. Она делается из ЗАГСа. Вот так этот документ выглядит. На этом документе точно так же проставляется печать апостиля. Прошивается. Он как бы дублирует решение суда, но это совсем другой документ, имеет юридическое значение. В этом документе указывается, когда человек заключил брак, в каком году, с кем заключил брак, какая у него была фамилия до брака, какая у него фамилия была после расторжения брака, значит, и на основании чего брак был расторгнут. Вот тут конкретно написано, что брак был расторгнут на основании решения суда. Вот этот документ тоже необходим для того, чтобы заключить брак в Германии. Ну, в основном заказывают женщины. Также необходимый документ для того, чтобы заключить брак, да и для других миграционных процедур необходимо свидетельство о рождении тоже с апостилем. Вот таким образом выглядит этот документ. Вот оно. И точно так же на него проставляется апостиль. Отдельный лист. Этот документ тоже необходим, его требуют немецкие ЗАГСы. Если у вас советского образца свидетельства о рождении, оно не подойдет. 100% его завернут и скажут: несите вот такой документ синего цвета. Немцы уже знают, немецкие чиновники, и обязательно должен на нем быть проставлен апостиль. Это тоже очень важный документ. Потом также необходимый документ, но не для всех миграционных процедур, сразу говорю, но частенько просят, это выписка о несудимости. Эту выписку готовит МВД. Значит, на нее тоже проставляется апостиль на обратной стороне. Много там пишут в комментариях, люди, которые далеки от этого всего, что возьмите в ДИИ, значит, и в ДИИ будет все хорошо, вы скачайте там и так далее. Я уже рассказывал в своих роликах, еще раз повторюсь, что те документы, вообще сама программа ДИИ, она, условно говоря, предназначена для использования внутри Украины, то есть на территории Украины. За границей ДИА не работает, она не имеет юридической силы никакой. Соответственно, все документы, которые вы берете из ДИИ и которые вы будете показывать потом за границей, они для иностранных чиновников иметь юридической силы не будут. Понятно, что есть исключения, когда чиновники разных миграционных служб иностранных государств, они не в курсе. И бывает, конечно, где-то из ДИИ проходит. Ну, то есть человек распечатал, там апостиль не поставил, показал, где-то проходит. Но это единичные случаи, то есть это не массовость. В основном отказывают. Их не интересует. Их интересует в бумажный носитель и печать апостиля. Понятно, да? Ну, вот эти, в принципе, вот это основные документы. Вот видите, еще решение судов, потом выписка о подтверждении добрачной фамилии. Вот одна, вот вторая. Тоже свидетельство о рождении. Тут много. Значит, также, значит, тоже, что у нас тут есть. Ну все. Значит, ну еще заказывают свидетельство о браке. Оно необходимо для того, чтобы, например, семья подтвердила налоговый класс. Требует финансам в Германии, есть и тоже она такая оранжевая бумажка уже показывала, на ней тоже должен быть апостиль. Если нет апостиля, все, до свидания, они говорят, вы не перейдете на другой там класс налоговый, понимаете, да? Поэтому, если вам необходимы документы эти,
и вы не хотите возвращаться в Украину. Я могу вам эти документы достать вместе с апостилями. Мы с вами заключаем официальный договор. Я работаю в рамках немецкого законодательства. Мы с вами заключим договор, я вам выставлю официальный счет. В этом счете будет четко все указано, какая сумма, какой документ я вам обязуюсь взять. Значит, вы это все оплачиваете, и я вам эти документы в течение месяца, бывает даже раньше, предоставлю. Если вас это интересует и вы хотите воспользоваться услугой, вы можете обратиться ко мне, написав мне на электронную почту. Вы ее видите на экране. Также вы электронную почту можете найти в описании к любому моему ролику. Я в каждом ролике в описании оставляю эту электронную почту. Пишите ваше имя, пишите, что вам за документ нужен. Указывайте обязательно номер своего мобильного телефона. Я вам перезвоню и выясним ситуацию. Я выясню, что и как это все, консультация бесплатна. И я расскажу, как эта процедура будет происходить. Поэтому не стесняйтесь, заказывайте.